На окраине Чикаго строился новый жилой комплекс. Гул кранов, стук металла и шум рабочих наполняли воздух с самого утра. В тот день генеральный директор строительной компании, 57-летний Джонатан Харрис, приехал на объект лично. Несмотря на возраст, он держался уверенно и внимательно следил за ходом работ. Рядом всегда находилась его преданная помощница, 59-летняя Мэри Коллинз, знавшая все детали его деловой и личной жизни. Когда Харрис осматривал площадку, его взгляд неожиданно остановился на молодой женщине среди рабочих. Ей было 28. В каске и рабочей одежде она поднимала тяжелые балки, ничем не выделяясь среди коллег. Но ее лицо заставило Джонатана замереть. Черты, улыбка и взгляд напоминали ему о дочери, пропавшей без вести более 20 лет назад. Вечером, уже в своем офисе, Харрис не мог выбросить ее из мыслей. Вскоре Мэри принесла ему досье. Девушку звали Хелен Картер. Она жила в пригороде и потеряла мать 3 года назад. Имя пробудило в нем воспоминания. Именно так когда-то звали его маленькую дочь, которая исчезла вместе с женой, оставив лишь короткое письмо. Ночью он достал старый альбом «Свадьба. Первые шаги ребенка», та самая брошь-бабочка, которую он подарил дочери на 5-й день рождения. Его глаза наполнились слезами. Через несколько дней он снова увидел Хелен в столовой рабочих. На ее волосах была старая потертая брошь-бабочка. Та самая. В груди у Джонатана все жалось, сомнений не оставалось. Это и была его дочь. Позже он узнал от Мэри, что его жена, Эмили, умерла от болезни, так и не вернувшись. Она скрывалась, опасаясь строгой свекрови и разочарованного мужа, который когда-то уделял больше времени бизнесу, чем семье. Чтобы защитить ребенка, Эмили внушала дочери, что отец их бросил. Когда Хелен узнала правду от бабушки по материнской линии, ее мир перевернулся. Она пришла в офис Харриса и впервые увидела документы, доказывающие, что он искал их долгие годы. Перед ее глазами оживали фотографии, письма и отчеты частных детективов. Слезы и тишина стали началом их нового разговора. Джонатан признал свои ошибки, а Хелен — свои заблуждения. Между ними не было легкого прощения, но появилось понимание и осторожная надежда. Через время она решилась назвать его отцом, а он пообещал, что остаток жизни посвятит тому, чтобы быть рядом. И когда они вместе пришли на могилу Эмили, Джонатан почувствовал, что круг наконец замкнулся. Их история была полна боли и недопонимания, но завершилась тем, чего он ждал долгие годы — возвращением дочери. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.